Есть опасные районы. Я вам клянусь, ну, наверное, я там ни разу не был. Мне там нечего делать. Потому что иногда попадаешь, иногда там раз в 5 лет проезжаешь по этому району, и тебе становится неуютно самому, живущему здесь. Всем привет! Это Коста-Рика. Новое интервью. Мы встретились с Александром. Он сегодня расскажет, как здесь оказался. Поехали! Александр, скажите, пожалуйста, как вы оказались в Коста-Рике и чем вы занимаетесь? Оказалось очень просто. Из Канады приехал, купил тур. Просто, очередная страна, где захотелось отдохнуть. Коста-Рика, новая страна. Приехали с женой отдыхать. Жене очень понравилось, захотела купить здесь дачу. Вот так уже 15 лет я здесь живу. То есть до этого вы были в Канаде? 15 лет в Канаде, да, в Монреале. 15 лет в Канаде. Что не понравилось в Канаде, что вы так сменили резко страну? Потрясающая страна. Я благодарен любой стране, в которой я жил, в том числе в России 30 лет. Канада потрясающая. Я считаю, что Канада одна из самых лучших стран для проживания. Но просто там уже стало немножко скучно, наверное. Немножко уже возраст, какие-то ценности поменялись. И просто после... захотелось более спокойной жизни. Просто Канада обычно связана с холодом, Коста-Рика, наоборот, тепло. Совершенно, здесь это совершенно не работает. Нет, это не имеет отношения. Нет. Я выбрал страну, хотя Коста-Рика, то есть вот это место, где мы сейчас живем, действительно очень благоприятный климат, но это не стоял вопрос холода или тепла. Стоял вопрос работать напряженно, потому что в цивилизованных странах вы не можете остановиться или работать меньше. Вы как начинаете, как вы стартуете, и, надеюсь, большинство поднимается вверх, вы не можете тормознуться на каком-то определенном уровне. Да? Если вы только тормознулись, это как в метро. Вы всегда поедете назад. А не хочется менять свой образ жизни, делать его хуже, да, или уровень жизни. Поэтому я просто осознанно выбрал страну, где можно более спокойно жить. Здесь не стоит вопрос заработать. Заработать. Здесь можно нормально работать и при этом нормально жить. А по какой профессии вы работали в Канаде? Если изначально начинать от уборки, от пострижки газонов и уборки снега на крыше до бизнеса, там, строительства домов, в основном бизнес. То есть я уже, наверное, последние 15 лет в Канаде не работал на кого-то. Я работал на себя. Частный бизнес на себя. Частный бизнес на себя. То есть, прибыв в Коста-Рику, профессия кардинально поменялась? И я не планировал работать. У меня не было в плане работать. Я уже думал, что я заработал на пенсию. Я не планировал. Изначально. Или что-нибудь такое, как каждый еврей, немножко где-то что-то шить. Поэтому. А сами вы откуда родом? Из Ленинграда. В Коста-Рике сейчас работаете, чем занимаетесь? Туристический бизнес, туристическая компания, лицензированный гид. То есть все заявки по гиду, по групповые, негрупповые, индивидуальные? Все, что хотите. Это любой, как я всегда пишу, весь спектр туристических услуг. Ну, кому будет интересно, оставим ссылочку в описании, обращайтесь. Да, кстати, да. Хорошо. А скажите, пожалуйста, с вашим опытом, бэкграундом проживания, минусы Коста-Рики какие? Самый большой минус – это… Опять, просто нужно пройти такую еще черту, такую границу, что я приехал из России, да, потом все-таки 15 лет Канады, это тоже откладывает, и здесь немножко больше 15 лет. Поэтому после Канады на ваш вопрос я отвечаю, здесь ты чувствуешь себя незащищенный, ты здесь беззащитный. Вот у меня такое ощущение, что вот, не дай бог, что с тобой что-то случится, никому ты тут не нужен. Что-нибудь, помер Максим, и черт с ним. Поэтому это, на мой взгляд, это самый огромный минус.
Нету чувства вот после Канады, когда у тебя стеклянная дверь, образно там в миллионном доме, в котором ты там живешь, да, у тебя стеклянные двери, патио-дор, у тебя нет заборов, ты приезжаешь сюда, посмотрите, решетки на окнах, решетки по везде. Такое ощущение, что ты немножко дискомфорт. Еще какие минусы? Очень сложно перестроиться под их темп жизни. Да? Да, потому что, когда мы говорим, время – это деньги, это работает вообще, да, вот во всех странах, да, это деньги. Здесь это не работает. Здесь маньяна. Это астаманьяна. Это, к этому нужно просто привыкнуть. Есть такие вопросы, к которым нужно привыкнуть и принять их. Если вы это не принимаете, вы не сможете жить в этой стране. Потому что она вот такая. И ее сравнивать с какой-то другой страной невозможно. Нельзя просто. Вот она такая. Другая страна вот такая. Что еще минус? Дорогая? Нет. Для меня это не важно. Нет. Это не минус. 100% не для меня. Сложно даже сказать. Ну вот у меня специфика такая работы, потому что в принципе я не общаюсь с местным населением. Моя специфика работы, я работаю с гостями. То есть практически у меня группа за группой, маленькие, большие, я постоянно с ним. Тоже парадоксально, я говорю на испанском языке, то есть на русском языке я говорю здесь 95% времени на русском языке и всего 5% там на испанском языке. А сами знаете испанский и английский? Второй мой был французский. Французский в Монреале, да. А английский, испанский, я никогда его не учил, но до того уровня, чтобы что-то объяснить или чтобы жить, он мне вполне хватает. Сервантеса я точно в подлиннике читать не буду, и мне не интересно это. А на уровне того, что на бытовом уровне хватает того, что я знаю. Как здесь обстановка с медициной вообще? Слава богу, я просто слава богу, не знаю, потому что не обращался. Но из своего опыта я попал в аварию, вот как раз попал в аварию, видел себя, как по новостям, как меня пожарники выпиливают из этого микроавтобуса. Тогда у меня еще не было никаких документов, у меня был канадский паспорт, но при этом меня никто не спросил. Меня спросили, как меня зовут. Я ответил: Александр Иванов. А сколько тебе лет? Я не знаю, почему я прибавил 2 года. Я не знаю, почему. Но при этом не спросили ни страховки, ничего. Меня забрали, вытащили из машины, отвезли в госпиталь. Все, что там надо сделать. Там потрескались ребра, там, что-то помазали, уколы сделали. То есть не спрашивая ничего. Я не заплатил за это ни копейки. На следующий день я тут посинел с одной стороны, справа. Опять поехал в поликлинику. Все было нормально. Второй у меня был случай, такая тоже, я обратился сначала вплотную, копейки, вот на мой взгляд, это копейки. Мне взяли анализы, там что-то, кровь, там $300 я заплатил. Выяснили, что у меня повышенная такая есть мочевая кислота, типа подагра такая, по-русски называется. И потом я пошел уже после этого, когда мне поставили диагноз, я пошел в поликлинику. Сказал, у меня такой диагноз, мне сказали, это частное, мы ничего, вот, пожалуйста, сдайте анализы, кровь, там все остальные анализы. Они подтвердили этот диагноз, и потом меня лечили, мне бесплатно выдавали таблетки, 5-10, я там приходил периодически. Вот мой опыт такой, это личный мой опыт. Я считаю, довольно нормальный, потому что, опять, не хочу сравнивать, но не дай бог попасть в больницу в Канаде, я знаю, что это такое. Там можно сидеть там, со сломанной рукой 4 часа, 5 часов. На сегодняшний день покупаете страховку здесь медицинскую? Я не покупаю, так как у меня есть вид на жительство, практически, что я только голосовать не имею права, просто мне гражданство мне не особо нужно. И я плачу законную страховку, называется каха, социальная касса, и я плачу медицинскую страховку ежемесячно. И можете обслуживаться в городских поликлиниках? Во всех.
Ну, там очереди же говорят. Я такой я вот сталкивался. У меня были, опять из опыта, вот у меня, например, туриста там клещ укусил, да. Мы пришли, нас моментально, это небольшой город, это вот такая ситуация, пожалуйста, обслужили, вытащили, да. Ну, там тоже, кажется, все это было бесплатно. Да, потом там одна туристка на канопе коленку расшибла, да, там, ну, немножко. Тоже пришли в поликлинику, ей обработали, завязали, все это было бесплатно. Я не могу сказать, что какие-то часы, еще раз говорю, практика канадская, опять не хочу сравнивать, но практика канадская говорит о том, что еще у нас существует такое, как медицинский туризм. К нам приезжают из стран, из Канады, из Америки, делать пластические операции. Здесь дешево? Ну, я думаю, что да. И стоматология. Если сравнить уровень стоматологии и цен, то Коста-Рика очень выигрывает, потому что непосредственно я сам, просто я работал с людьми, которые приезжают сюда специально для того, чтобы там делать себе зубы и получать, и по факту получается очень хорошо. Но если вот опыт проживания в Канаде был, то вы видели то, что из Канады в действительности в Коста-Рику летают там на операции и так далее? Я не из Канады это видел, я это вижу здесь. Отсюда, изнутри? Изнутри, потому что ко мне люди обращаются, потому что этот процесс в основном делает импланты, это процесс длительный, поэтому у них есть 3-4 дня свободных, и в тот момент, когда им там делают в лаборатории эти зубы, они посещают, ну, то есть мы делаем путешествия, да, там, посещают интересные места в Коста-Рике. То есть это как бы одновременный и тур, и медицинский тур. И медицинский тур, совершенно. Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверьтесь компании «Росмедицина», вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи и лечения за рубежом для русскоязычных граждан. Наши главные приоритеты – здоровье и благополучие наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известными своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Наши услуги включают экстренную госпитализацию и медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления второго гражданства для детей. 5 причин, почему стоит выбрать компанию «Росмедицина». Первое. Лицензированная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе. Встреча или проводы в аэропорт на автомобиле реанимации. Третье. Сопровождение психологом, владеющим 3 языками. Английский, русский, испанский. Четвертое. Опытные травматологи-хирурги с опытом реконструктивных операций. Пятое. Возможность получения финансовых бонусов, компенсация расходов и скидки на авиаперелеты. Если вы нуждаетесь в медицинской помощи за границей, доверьтесь компании «Росмедицина». Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в лечении. Подробная информация в описании под этим видео. Как относятся костариканцы к иностранцам? Предвзято или как? Интересно. Ну, во-первых, мы не можем сказать все, да, то есть откидываем это все. Это все зависит от человека. Я считаю, к тебе будет относиться в любой стране, в любом государстве так к тебе, как ты относишься к ним. За больше 15 лет работаем, наверное, у меня тысячи прошли людей, вот с кем я работал в Коста-Рике, и мы проехали все уголки, ну, где только, мне кажется, в Коста-Рике уже нет такого места, где я только не был, да, с гостями. Честно я могу сказать, я даже не видел ни одного хмурого лица. Не было таких ситуаций, когда какая-то опасность, какая-то неработа. Нет такого. Но все. Обижаются они, бывает, нет? Как ты сам к ним относишься? Вот это, они очень, как сказать, они, если ты очень, они пытаются, когда ты чувствуешь, что ты плохо говоришь на испанском, они тебе пытаются говорить на английском языке. На очень плохом, но они пытаются тебе что-то объяснить. Потом ты говоришь: эй, а на каком ты языке говоришь? Я тебя не понимаю. Я говорю по-испански, только по-испански. Опять вопрос: а ты откуда? Я говорю: я вот из Барбы, я отсюда, я костариканец. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ты же гринго? Ну, ты же американец? Нет, я русский.
И тут еще градусы. Если русский, я не знаю почему. Латинской Америки. То есть в большом понятии русский, да, это не имеет значения, что русский, да, а просто вот русский. Потому что сложно человеку объяснить. Вообще, есть такие люди, даже не понимаешь, что такое Россия, где она находится. Я уже не говорю там про Украину, Молдавию. Ни в коем случае не хочу обижать эти страны. Там, Латвия, Литва, Эстония, это вообще... Вот такие издержки образования. Насколько сильно преступность здесь развита? Наркотрафик? Ну, не по адресу вопрос. Ну, не по адресу. Я знаю одно, что кто хочет здесь найти все эти вот эти всякие вещи, которые хотят, они здесь находят. Как это развито, мне сложно судить. Но я одно могу сказать, потому что я знаю географию этой страны. Все, что идет образно с юга, с Колумбии, если идет по земле, да, то миновать Коста-Рику просто не может. Потому что Коста-Рика находится между Атлантическим и Тихим океаном. Опасные районы какие-то есть? Есть опасные районы. Вот это тоже, вот эта специфика моей работы. Да? Почему я говорю, лучше спросите, лучше проконсультируйте. Это не стоит денег. С тем человеком, кто здесь живет. Есть опасные районы. Я вам клянусь, наверное, я там ни разу не был. Мне там нечего делать. Потому что иногда попадаешь, иногда там раз в 5 лет проезжаешь по этому району, и тебе становится неуютно. Самому, живущему здесь. А тем более человеку, который попал в какой-то цивилизованной страны. Поэтому они точно есть, но мы там не бываем. И туристов туда не привозят. Наша задача, лично моя задача, людям показать самое интересное, да? Показать самое интересное, что-то необычное в этой стране, чтобы она привлекала. Зачем же я людей даже в Сан-Хосе их стараюсь не завозить, потому что не, давайте подальше, потому что чем дальше от Сан-Хосе, тем интереснее. У нас природа интересная, водопады, птички, как я называю, птички-бабочки. Сколько водопадов крупных, больших? Я не знаю. Это такое, я могу сказать, что, например, видов птиц почти что 900. Да? А если говорить о биоразнообразии, то по разным, в разных источниках, там 3-4% всего биоразнообразия планеты находится в Коста-Рике. Потрясающе, она красивая очень страна. Почему? Потому что находится на изломе 2 плит тектонических, да, 120 вулканов. Вот представляете, территория чуть больше Москвы и Московской области и 120 вулканов. Действующих мало? 7 действующих. И поэтому вот это 22 такие микрозоны, где меняется климат. Вот здесь у нас образно там, да, тут 25 или там 30. Полчаса поднимаемся наверх какой-нибудь город, да, а там уже 15. За полчаса 15 градусов разница температур, поэтому все меняется. Климатическое изменение происходит, ледники тают? На мой взгляд, да. На мой взгляд, да. Становится намного жарче и меньше дождей. Это на мой взгляд. А подтапливает какие-то острова? Побережье? Нет, наверное. Хотя вот с Карибского побережья, когда там есть такой на Карибском побережье Кауита парк, вот я гуляю, и я все время вижу, что вода наступает. Потому что буквально 5 лет назад это был пляж, такой приличный, где можно было искупаться, а сейчас уже это вода, и те тропинки, по которым ходили, это вода, и вода наступает. Да. Вот с Карибском побережье это видно невооруженным глазом. Просто если ты... Как считаете, дальше пойдет вода? Не знаю. Догадки? Не задумываюсь. На мой век хватит. На мой век, я думаю, там тропинок хватит. Какая тут местная кухня? Никакая. Кухня совершенно обычная, как латиноамериканская. Это очень все просто. Вот всегда я своим гостям говорю, вот вкусненького вы здесь не попробуете. Вкусно, да,
Добротно, да. Сытно, да. Сытно, да. Рис, фасоль, кусочек курочки. Ну, знаете, там салатик, касада называется. Вот такое, основная пища. А какой-то суп есть такой свой специфический? Ну, суп опять это не свой. Вы понимаете, свой. Мы привыкли рассуждать. Эти люди, костариканцы, это кто? Да? То есть, давайте вернемся, отмотаем, да? Индейцы. Когда, да, здесь же жили индейцы, правильно? А индейцы что ели? Основная пища была что? Кукуруза, фасоль, тыква, чили и много-много рыбы. Они мясо не ели, они не знали, что на территории центральноамериканских стран не было ни одного домашнего животного. Вообще ни одного, никакого. Так если они ели много рыбы, почему в рационе курица, а не рыба? Ну, потому что пришли испанцы. Переключили на курицу всех? Да, так, а нечего, но население было, когда по разным источникам, там, ну, я такую среднюю цифру скажу, на территории Коста-Рики было 500 тысяч человек, да, индейцев. И ели когда? А сейчас у нас больше 5 миллионов человек. На всех рыбы-то не хватит. Не хватит? Это первое. И второе. Все самое лучшее, что здесь добывается или изготовляется, самое лучшее, все уходит туда, к старшим братьям нашим. Что экспортирует Коста-Рика? Первое место по экспорту ананасов. Второе место по экспорту банан. Кофе у нас очень хороший, но оно не очень большой процент. Манго, папайя. Опять не очень много. Что экспортируют. У нас завод Intel. Вот сейчас то, что он экспортирует. Вот вы представляете, как все меняется? И там вот такой кусок бюджета страны заполняет вот этот вот Intel процессоры, которые здесь изготовляются в Коста-Рике. Полезно ископаемый, золото, нефть. Ничего. Это была ошибка. Существует такая легенда, когда Колумба встретили индейцы, которые были украшены золотыми, такие украшения, было очень много золота. Он воскликнул: «О, Коста-Рика, богатый берег, я наконец-то нашел Эльдорадо». Все это золото было там типа фольги. Слава Богу, в Коста-Рике нет вообще никаких полезных ископаемых. Нету ничего. У нас практически ничего не разрабатывают. Поэтому но при этом у нас 24,9% страны как-либо охраняется. Это или национальные парки, заповедники, заказники или частные территории. Представляете, 25% страны охраняют. Во многих странах идет вырубка леса, да? Уничтожение, а у нас наоборот. У нас это охраняется, у нас еще сажаются, еще стараются как бы восполнить. Зеленая, да, Коста-Рика. То, что порубили. Совершенно верно. Много ли здесь русскоговорящих? Ну вот были данные, что, то есть то, что я слышал, это было там где-то там 3-5 тысяч человек русскоязычных, а сейчас эта цифра доходит чуть ли, за последние 2 года до 10 тысяч, то, что я слышал. Мне очень сложно судить, потому что я не моя мат-поляна, я больше работаю с гостями. У меня гости, поэтому... А диаспора, насколько раз там собираются праздники и так далее? Очень сложно. Вот это очень сложный вопрос диаспоры. Понимаете, и сейчас. А сейчас он еще сложнее стоит. Потому что 30 лет назад, образно, да, я в Канаде, вот у меня все друзья, канадские друзья, вот сейчас это выясняется. Никто об этом никогда не спрашивал. Вообще, вот 30 лет назад вообще этот вопрос не стоит. Кто ты, какая ты национальность? Тебя оценивает, как ты себя ведешь, что ты из себя представляешь. Никто не спрашивал, ты кто. Мои друзья это были, там, образно, вот сейчас просто это были украинцы, евреи, да, по паспорту, да, выяснилось.
Русских, я не знаю, может, несколько человек. Основная масса была украинцы и евреи. И никогда не стоял вопрос, кто. Сейчас даже вопрос русский, он еще может делиться. Какой ты русский? Крым наш или не наш? К сожалению, такое происходит. Какие рекомендации вы бы дали людям, которые сюда хотят приехать? Стоит сюда приезжать или нет? Нет? Никаких рекомендаций. Не стоит. Если вы, еще раз говорю, понятно, почему вы хотите оттуда уехать. Более-менее мне понятно. Но зачем вы хотите приехать в Коста-Рику, мне не понятно. Для чего? Откидываем тех людей, которые имеют деньги и которые работают удаленно. Их мы не обсуждаем, потому что им пофигу вообще, где жить. А если вы что-то хотите построить, что-то хотите изменить в свою жизнь, это не Коста-Рика, это не одна страна Латинской Америки. Потому что эти страны большие деревни. Совершенно. Есть большие деревни, а есть деревни совсем маленькие, да, типа Коста-Рики, типа Пана, 2,5 миллиона там жила, 1,5. Поэтому нет. Если что-то менять надо кардинально. Шиновал на мыло, менять. Какой смысл? Приехать из таких городов, я не знаю. Образно Москва, Ленинград, я не знаю. Ярославль, Воронеж. Ну, не знаю, в моем понятии приехать сюда это просто это приехать к бабушкину в деревню. Погостить. Нет, погостить-то везде хорошо. Но тут же сложность. Во-первых, сложность там документы получить, да? Сложность язык. Но вот, например, в Америке, да, вот в крупном городе Америки, Канады, вы всегда найдете именно диаспору, да? Вы придете, у нас есть церковь своя. У нас церковь, но сейчас в эту церковь, например, испаноговорящих входит больше, наша православная церковь. Там служба идет на испанском. На испанском. Не имеет значения, вопрос не в этом даже. Но это православный, наш храм православный. Вот там хоть в какой-то праздник приди, пообщайся, да не для того, пообщайся с людьми. Здесь этого нет. В нашу бытность, когда мы приезжали, да, мы искали, кто тебе может, ну как ты приезжаешь, ты попадаешь в другой мир. Представляете, там 90-й год, ты приезжаешь из Санкт-Петербурга, приезжаешь, то есть из Ленинграда, еще не помню, приезжаешь там, в Монреаль, в Торонто, в Сан-Диего, в Лос-Анджелес. Ты попадаешь в другой, ты вообще, у тебя голова там вот так вот. А тут-то более-менее бьется одно и то же. Ну так ты, я не знаю, нет вот этой, как вам сказать, я вот не вижу вот этой общности, понимаете, вот я потому что захожу там вот в чаты, в Телеграм, я вот смотрю, о чем люди разговаривают, для меня, честно, это дико, ну, просто не хочу никого там обижать, ничего, но для меня это, очень странна позиция людей, вы получите информацию, как сделать правильно и легально, чтобы это получилось, то, что вы задумывали. Изначально ставится вопрос, как это все обойти вот так вот? Для чего? Зачем? Все же, оказывается, бывает все намного проще, когда ты делаешь все правильно. Это часто бывает намного проще, дешевле. Да? А у людей изначально стоит, как это все обойти? Зачем? Почему? Менталитет, наверное, другой, не знаю. Но вот я на это обращаю внимание. Вот такие ответы были от Александра. Остались вопросы, пишите в комментариях. Всем спасибо. Пока.